Чтобы верно ответить на непростые вопросы этого теста, у вас должен быть очень широкий кругозор. Если у вас он есть, тогда вы легко это докажете. Какая страна существует без столицы? Швейцария состоит из 20 кантонов и 6 полукантонов, имеет целых 4 официальных языка, но не имеет столицы. Все потому, что местные жители Швейцарии хотят показать, что главные города всех кантонов являются равноправными. Однако, де-факто столицей государства принято считать город Берн. Его граждане страны называют федеративным городом. Какой город расположен одновременно в двух частях света? Стамбул – крупнейший город Турции. Расположен на северо-западе страны, на берегах пролива Босфор, который соединяет Черное и Мраморное море. Стамбул – единственный город в мире, который расположен сразу в двух частях света – Европе и Азии. Это древний мегаполис, который на протяжении своей истории был столицей трех великих империй – Римской, Византийской и Османской. В каком году начался голод в Ирландии? Великий голод в Ирландии произошел в 1845-1849 годах. Худшим годом этого периода был 1847 год, известный как Черный 47. Во время голода около миллиона человек погибло, и еще миллион эмигрировало, в результате чего население Ирландии сократилось на 20-25%. Голод первоначально был спровоцирован эпифитотией фитофтороза, массовым заражением картофельных посевов патогенным микроорганизмом. Где находится стадион Эстадио Милтон Кореа, известный тем, что почти посередине поля проходит экватор? Эстадио Милтон Кореа, также известный как Зиран, находится в Бразилии и известен тем, что расположен на экваторе. С виду ничего примечательного, стадион с одной трибуной. Но у него есть одна особенность – средняя линия поля арены совмещена с экватором. Получается, каждый раз одна команда начинает матч на северном полушарии, а другая – на южном. Зера – не официальное название стадиона, а лишь прозвище. Дословно с португальского это слово переводится как «большой ноль». Какая река самая длинная в США? Миссисипи – река в США, одна из величайших рек мира. Миссисипи – главная река крупнейшей речной системы в Северной Америке. Протекает исключительно по территории Соединенных Штатов Америки, хотя ее бассейн распространяется и на Канаду. Течет в основном в южном направлении и достигает длины в 3770 километров. В каком году британские женщины получили право голоса? «6 марта 1918 года – важный день в истории британского парламентаризма. В этот день парламент Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии принял закон о представительстве народа, разрешивший женщинам голосовать на выборах всех уровней. Избирать и быть избранными могли только женщины в возрасте 30+, бывшие главами семей, либо находившиеся замужем за главой семьи, либо окончившие университет. Какая пещера является самой длинной? Мамонтова пещера, которая расположена на территории американского штата Кентукки,
считается самой длинной в мире. На протяжении миллионов лет она образовывалась в горной системе Апалачи под воздействием природных явлений. Длина Мамонтовой пещеры равна 676 километрам. Также там насчитывается 225 подземных проходов, около 20 больших залов и более 20 глубоких шахт. Пещера образовалась около 10 миллионов лет назад. Была известна индейцам. Спелеологи нашли несколько индейских мумий и захоронений. А открыта американскими первопроходцами в 1797 году. Из какой страны шел непрерывный поток под названием Шелковый путь? Великий Шелковый путь. В древние времена и в Средневековье караванная дорога из Китая в страны Средней и Передней Азии. Общая протяженность пути около 10 тысяч километров. Торговый караван проходил в день в среднем 23-26 километров. Основатель – дипломат из Китая Чжан Цань, открывший для китайцев страны Средней Азии. А купец из Венеции Марко Поло оказался первым, кто назвал этот путь шелковым. Великим его начали называть потому, что он связал бескрайние просторы восточных регионов с западными странами, оживил торговлю в множестве городов, находившихся на пути караванов. Как называется самая маленькая пустыня в мире? Самая маленькая по площади пустыня, которая называется Каркрос, расположена в 2 километрах от города Каркос на территории канадского штата Юкон. Ее площадь лишь 2,6 километра квадратных. Благодаря своим свойствам, Каркрос относится к самым необычным местам планеты. Многие ученые называют это место пустыней. Хотя по сути это всего лишь совокупность песчаных дюн. Но статус пустыни за Каркрос уже закреплен. К тому же условия этих мест очень суровые, можно сказать пустынные. Вот только воздух достаточно влажный. В каком году произошел Сараевский инцидент? Сараевское убийство или Сараевский инцидент, теракт, совершенный 28 июня 1914 год. Закончившийся убийством наследника престола Австро-Венгрии, эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии Хатек. Они были застрелены с близкого расстояния, когда их везли через Сараево. Надеюсь, этот тест оказался для вас полезным, познавательным, и вы хорошо провели время. Пишите в комментариях, на сколько вопросов смогли ответить. До новых встреч!